Привет всем искателям вдохновения и тем, кто ценит настоящие легенды. Ведь сегодня я поделюсь с вами историей, которая звучит как голливудский сценарий, но произошла на самом деле и навсегда изменила современную науку. Все началось еще в далеком 1914 году, когда в семье еврейских эмигрантов, которые обосновались в Портленде, США, родился мальчик по имени Джордж. Его отец работал учителем математики, человеком строгим, дисциплинированным и требовательным, а мать была лингвистом и трудилась в библиотеке, окруженная книгами и знаниями. О раннем детстве Джорджа можно сказать немного, потому что в нем не происходило ничего необычного или выдающегося. Он рос обычным мальчиком своего времени, играл, учился, общался со сверстниками и практически ничем от них не отличался. Однако было одно обстоятельство, которое все же выделяло его повседневность. Его отец буквально заставлял его усиленно заниматься геометрией. Не просто просил, а именно требовал. Сказать, что мальчик испытывал от этого восторг или особую страсть, было бы явным преувеличением. Скорее, наоборот, порой ему это давалось непросто. Но он уважал отца и подчинялся его воле. Сначала он решал простые задачи, затем более сложные, а ближе к окончанию школы уже разбирался с весьма непростыми примерами и доказательствами. Тем не менее, гением его назвать было нельзя. Да, он был способным и усердным, он действительно неплохо разбирался в математике, и именно это в конечном итоге позволило ему поступить в университет Мэриленда на математический факультет. Но в остальном он оставался самым обычным студентом, каких были сотни и даже тысячи. Он не блистал особыми талантами, не считался вундеркиндом, не производил впечатления человека, которому суждено изменить науку. Более того, Джордж нередко позволял себе пропускать занятия, относился к учебе без излишнего фанатизма и иногда был достаточно беспечным. За такие прогулы он часто получал дополнительные задания в наказание, и преподаватели не упускали возможности напомнить ему о дисциплине. И именно с одного такого случая и начинается та часть истории, которая способна изменить ваш взгляд на собственные возможности. Представьте себе Калифорнийский университет Беркли, 1939 год. По длинному коридору одного из учебных корпусов спешит 25-летний студент по имени Джордж. По непонятным причинам, как это уже случалось с ним не раз, он снова опаздывает на лекцию своего преподавателя статистики, профессора Ежи Неймана. Причем опаздывает не на пару минут, а почти на 20. Он останавливается у двери аудитории, несколько секунд пытается отдышаться, собирается с мыслями и осторожно приоткрывает дверь. Войдя внутрь, он старается не привлекать к себе лишнего внимания, тихо проходит к своему месту и быстро садится за парту. Оглянувшись по сторонам, он пытается понять, что именно пропустил. На лице преподавателя читается сосредоточенность и серьезность, и Джордж понимает, что сейчас точно не лучший момент для объяснений. На доске уже записаны условия двух задач. «Понятно?» — думает он, — «это, наверное, домашнее задание к следующему занятию». Не желая выглядеть еще более неорганизованным, он аккуратно переписывает условия задач в тетрадь и делает вид, что полностью включен в процесс. Однако мысли его то и дело ускользают. Вернувшись домой, он довольно быстро понимает, что задачи оказались далеко не простыми. Они были действительно сложными, требующими серьезного размышления. И в какой-то момент он начинает сожалеть о своем опоздании, предполагая, что, вероятно, пропустил важные пояснения или подсказки профессора, которые могли бы помочь в решении. Тем не менее, отступать было нельзя. Он решает во что бы то ни стало справиться с ними. В течение нескольких дней он буквально ломает голову, снова и снова возвращается к условиям, делает расчеты, перечеркивает, переписывает,
сомневается и снова пробует. Это были напряженные дни, наполненные сомнениями и внутренней борьбой. Но в конце концов ему удается найти решение. Он сам не до конца уверен в их правильности, но чувствует внутреннее удовлетворение от проделанной работы. Спустя несколько дней он заходит к профессору и отдает тетрадь с выполненным домашним заданием. Профессор принимает ее рассеянно, не отрывая взгляда от доски, на которой что-то чертит перед следующей лекцией. Он машинально кладет тетрадь на стол, даже не вспомнив, что не задавал студентам ничего подобного. Проходит почти 2 недели. Ответа нет. На очередном занятии профессор сообщает Джорджу, что его работа все еще проверяется. Это начинает серьезно его тревожить. На носу полугодовая оценка, и такая длительная проверка может означать проблемы. Вскоре его вызывают в деканат. По дороге туда его не покидает ощущение, что произошло нечто неприятное. Открыв дверь кабинета, он видит внутри нескольких незнакомых мужчин, профессора Неймана и декана. Атмосфера напряженная. Он уже морально готовится к худшему. Но вместо упреков слышит: «Поздравляю, Джордж! Как ты до этого додумался? Сам или тебе кто-то помог?» Студент растерянно спрашивает: «Профессор, о чем вы?» Тогда ему показывают его тетрадь. Все решения оказались абсолютно верными. Вот только это вовсе не было домашним заданием. В начале той самой лекции профессор записал на доске условия 2 задач, которые считались нерешенными в научном мире. Это были задачи, над которыми десятилетиями безуспешно работали выдающиеся математики. Их не смогли решить ни сам профессор, ни его коллеги, ни лучшие умы того времени. Но Джордж не знал, что они считаются неразрешимыми. Он просто опоздал и не услышал этого. Не имея установки «это невозможно», он спокойно принял их как обычные задачи и решил. В кабинете в тот день присутствовали представители научного сообщества, прибывшие поздравить студента. Полное имя этого молодого человека — Джордж Бернард Данциг, будущий выдающийся ученый XX века, разработчик алгоритма, применяемого в симплекс-методе, основоположник линейного программирования и первый лауреат премии фон Неймана в 1974 году. Впоследствии он получил национальную научную медаль США, стал почетным доктором Мэрилендского университета, был избран в Национальную академию наук США, Национальную инженерную академию и Американскую академию искусств и наук. Он оставил после себя множество научных трудов и книг. И сам Данциг с улыбкой говорил, что, возможно, всего этого не случилось бы, если бы он тогда пришел на лекцию вовремя. «Иногда вы способны сделать невозможное, если просто не знаете, что это невозможно», — повторял он. Если бы он услышал, что задачи нерешаемы, он, скорее всего, даже не попытался бы их решать. Именно поэтому эту историю так часто приводят в пример новаторы, предприниматели, первооткрыватели и люди, добившиеся выдающихся успехов. Они уверены, что большинство ограничений существуют лишь в нашем сознании. И теперь я хочу спросить вас, действительно ли главная преграда — это наше собственное неверие? Возможно ли, что многие невозможные вещи становятся таковыми только потому, что мы заранее убеждаем себя в их недостижимости? Подумайте об этом и обязательно поделитесь своим мнением. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.